Добрый день, тельцы! Вы находитесь на моем канале Татьяна Мин, Красота Таро. И это Таро расклад на апрель 2024 года для знака зодиака Телец. Вы можете смотреть это видео не только если у вас Солнце в Тельце, но еще и Луна, стеллиум планет, какие-то из несколько планет в знаке зодиака Телец, асцендент в знаке зодиака Телец. И я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, первая карта – Солнце. Тельцы будут освещены любовью своего партнера. Скорее всего, у многих тельцов будет происходить что-то очень яркое и незабываемое в отношениях. Карта Солнца – старший аркан. И, во-первых, вы будете очень популярны, либо у вас будет мужчина или женщина, неважно, который тоже будет популярен, может быть, занимать какую-то публичную должность, либо просто вы вот прольете свет на свои отношения с вашим любимым человеком, каким-то образом что-то прояснится в позитивном ключе, отношения обязательно улучшатся. Будут какие-то совместные веселые дела. Может быть, вы куда-то вместе поедете, либо будете принимать участие в каком-то мероприятии, где вы как пара будете на виду, или вы лично будете на виду, и таким образом притянете к себе взгляды других мужчин и женщин. Конечно, это не всегда может означать отношения, это может означать еще просто популярность среди какого-то определенного круга людей, но и интерес к вам какой-то персоны тоже, тельцы. Что в секторе денег? Ну, здесь я вижу, что многие тельцы будут тратить деньги на веселье, музыку, встречи с друзьями, на своих любимых людей, на какие-то развлечения. Это говорит о том, что деньги у вас все-таки будут, и будет даже на то, чтобы веселиться. Так что, может быть, конечно, кто-то получит работу в сфере музыки, например, танцев, либо как-то совместно с друзьями вы что-то начнете. Творческая профессия здесь тоже может быть. Если вы, например, не так хотите весело проводить время, то здесь может быть успех и деньги от каких-то творческих занятий. Может быть, вы поете. Очень часто бывает у тельцов, что они любят петь, выступать в караоке. И здесь ваше искусство может приносить вам деньги. Королева жезлов. Вы в вашем окружении, может быть, много женщин, либо какая-то женщина что-то расскажет вам, может быть, какие-то новости, знания, это может быть совместное путешествие какое-то с этой женщиной, либо вы сами можете много что-то учить, как-то переписываться, контактировать, брать какую-то информацию, может быть, это ваша преподавательница. Королева жезлов – это все-таки активность в сфере получения знаний, поэтому здесь могут быть и новые транспортные средства, и новые какие-то документы, то есть много будете проводить времени вы, может быть, в кругу женщин, либо с одной женщиной какой-то, и, как я уже сказала, это могут быть и разного рода даже поездки здесь. Но мы еще дополним эту карту колодой астрокоды, астрологической колодой. Карта смерти выходит в важном секторе, 4-й, 10-й, самый высокий сектор с точки зрения астрологии, поэтому, тельцы, перемен вам не избежать. Здесь, скорее всего, меняется ваш статус, ваша работа, ваш партнер может что-то как-то поменять в вашей жизни, ваши родители могут сообщить вам какую-то новость. Может быть, вам придется менять свое жилье, вам придется менять гражданство, даже страну. Вас могут уволить с работы или как бы попросить с этой должности, например, выйти на пенсию, либо
закрывается ваша фирма, либо уходит ваш начальник. В общем, какие-то перемены такие статусные. По карте смерть, конечно, часто проходит развод, но не всегда, ведь смерть — это перемены не такого плана, что точка, а все-таки какие-то тяжелые, иногда тяжелые, волнительные моменты. Поэтому не исключено, что что-то случится, и вы будете волноваться о вашем статусе. Могут быть какие-то слухи о вас, да, либо о вашем муже, жене, о том человеке, который тоже влияет на ваш статус. Мы еще дополним эту карту. Восьмерка Пентаклей. Здесь у вас бизнес, если вы, да, работаете в этой сфере, он приносит вам свои деньги, плоды, клиенты приходят к вам, дети могут начать зарабатывать, да, либо какая-то подработка может быть у ваших детей. В целом это благоприятная карта со всем, что связано с какими-то творческими занятиями. Здесь тоже эта карта может означать трату денег на какое-то веселье, да, вот здесь у вас уже была тройка кубков. Может быть, это, не знаю, вы действительно, хоть тельцы такие припасливые, экономные достаточно и не любят тратить деньги на что-то такое не очень. Но здесь могут быть дети, какие-то творческие занятия, хобби ваши, да, тоже могут приносить вам доход. В общем-то, эта карта благоприятная, это как бы веселье и деньги, светская какая-то жизнь. Может быть, вас как-то отметят, пригласят на какое-то мероприятие. В общем, все, что с этим связано, вы можете получить здесь какое-то признание, либо вы его уже получили в прошлом, и сейчас, в апреле, тельцы, вы будете собирать плоды еще тех достижений, которые у вас были когда-то. Прекрасная карта рыцарь Пентаклей, что 12-й сектор, опять же финансовый сектор, ваш сектор. Поэтому деньги к вам будут приходить еще и какими-то тайными путями. Может быть, вам как-то удастся скрыть ваши доходы, расходы. Кто-то может помогать вам финансово, какую-то определенную сумму денег вы можете получить тайно, либо какую-то тайную выплату. Но, конечно, и работа может быть тайного характера, да, для некоторых это очень актуально, в закрытых каких-то там учреждениях. Также, конечно, пентакли могут означать еще траты. Может быть, вы подбираете какие-то новые витамины, новый распорядок дня, хотите что-то организовать в своей жизни для того, чтобы чувствовать себя лучше. Потому что все-таки апрель — это месяц перед вашими днями рождения, да, уже в апреле у многих тельцов будут дни рождения. Я вас поздравляю с наступающими днями. Прекрасное время для вас, тельцы, вообще, потому что в вашем знаке зодиака стеллиум планет сходится, в знаке Телец как раз, в деньгах. И вы как-то внешне даже можете меняться, можете менять свой образ жизни. У вас могут на подсознательном уровне, вот этот сектор, что 12-й, проходить какие-то изменения, и вы начинаете думать, насколько вы яркий, красивый человек, как вас любят, что вы заслуживаете чего-то, вы заслуживаете комфорт, деньги, любовь, верного спутника, какой-то популярности, может быть, вы захотите даже, тельцы. И у вас для этого будут все возможности. Единственное, что только вот эта карта смерть меня очень интересует. Может быть, действительно, многие тельцы решат полностью сменить свою жизненную цель. У всех у нас, даже если вы домохозяйка, есть какая-то определенная цель в жизни, да, то есть вот вы занимаетесь чем-то, и это ваш статус, это то, к чему вы собирались идти в ближайшие годы. Но в апреле что-то может такое произойти, что вы передумаете и кардинально поменяете это. Что же здесь может быть? Лев. Опять же, солнце, популярность. Какая-то... Но, скорее всего, это такое самолюбие, это какой-то здоровый эгоизм.
когда вы действительно оцениваете себя по достоинству, и, может быть, действительно у вас появятся силы для того, чтобы изменить ваш текущий ход событий, благодаря тому, что вы ощутите вот эту силу. Ведь лев – это сила, правильно, царь зверей, и у него есть сила, и у этого знака зодиака лев, чтобы заявить о себе. Также и здесь вы тоже можете заявить о себе, и это может быть ваш последний рабочий день, да, когда вы заявили о себе. Не, но тут действительно могут быть какие-то благоприятные перемены. Что еще карта скажет? Опять 10-й сектор Midheaven или самая высшая точка гороскопа. То есть это как-то меняется ваш статус, ваше жизненное направление, карьера, работа. Совершенно в другом направлении вы можете идти дальше по жизни, тельцы. Какой совет карты дадут вам на апрель 2024 года? 9-й сектор. Сектор путешествий, новых открытий, новых знаний. Поэтому здесь, может быть, благоприятно будет вам углубиться в какие-то знания, поехать куда-то, съездить, обратиться к культуре, к опыту других иностранных коллег, может быть, согласиться на какой-то переезд или общение у вас будет с людьми из другой страны, из другой культуры, другой религии, и это тоже каким-то образом вас очень обогатит, даст вам определенную энергию для того, чтобы вы смогли достигнуть всех целей поставленных. Опять эта карта выходит, это как раз-таки стелиум планет, то есть скопление планет в знаке зодиака Телец, и вы в центре событий, да, по карте Солнца. Это карта льва, но такими львами будете в апреле и в мае именно вы, тельцы, потому что именно в вашем знаке зодиака сходятся несколько планет, и такое бывает редко. Такое бывает раз, я не знаю во сколько лет, но в несколько десятков, а может быть даже и сотен лет. Бывает именно, когда все планеты выстраиваются в один знак зодиака. Посмотрела на дно колоды, здесь карта Каприкорн, то есть Козерог, и опять это 10-й сектор, самый высокий сектор гороскопа, поэтому, тельцы, что у вас меняется в жизни, не знаю, может быть, вы напишите об этом в комментариях. В любом случае, еще раз с днем рождения, желаю вам счастья, успехов во всех начинаниях, ничего не бойтесь, ведь напротив вас стоит Скорпион. Поэтому откиньте всякий страх и идите вперед к своим достижениям. Для вас очень сильный энергетический поток открывается для вас, тельцы. До встречи на моих новых видео. Вы были на канале Татьяна Мин. Красота Таро. Всем пока!